Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такие игрушки. Я покажу урок от и до, как обтянуть заготовку, как прикрепить вешалку, как сделать бантик, как украсить и как украсить филигрань. Подробный урок по филиграни, конечно же, есть, я оставлю ссылку. А сейчас приступим. Сегодня у нас урок по шару в шелке. И я задала вопрос, вы хотите 2 урока коротких или один длинный? И все проголосовали, что один длинный. Сегодня я буду обтягивать шар диаметр 8 сантиметров. И начнем с того, что мне понадобится вешалка. Вешалка у меня лента 3 миллиметра и 20 сантиметров. Я беру ленту, складываю ее красивой петелькой, чтобы вот так все было ровненько. И продеваю через колпачок. Теперь я завязываю узел. Примерно здесь оставляю 1 сантиметр. И затягиваю. Беру саму вешалку и вот так ее здесь одеваю. Теперь беру ленту, просовываю и вот таким способом закрепляю. Вешалку я обязательно подклеиваю, поэтому вот так приподнимаю колпачок, наношу туда клей, достаточно много клея, и полностью опускаю и даю закрепиться. И здесь я записала данные: шар 8 сантиметров, вешалка 3 на 20, и ткань я подготовила кусочек 28 на 28. Шар я устанавливаю посередине отрезка и вот так собираю с двух сторон ткань. И теперь делаю складочки. Я обычно делаю 3 складочки с одной стороны, перехватываю на другую сторону. Обычно я прижимаю к груди и все это собираю. Сейчас немножко неудобно на камеру, но я постараюсь вам показать. У меня на канале есть несколько уроков, как это делать. Вот, собрала с одной стороны, перехватываю рукой и собираю с другой стороны. Делаю складочки. Теперь перехватила полностью рукой и беру нитку. У меня тут нитка сложена в 3. Я иногда так сильно затягиваю, что она у меня рвется. Поэтому складываю в 3. Затянула и завязываю узелки. Так, перехватила зубами. Вот видите, даже такую я порвала. Так, еще раз все это завяжу. Я стараюсь сильно затягивать и завязываю узел. Второй. Теперь все вот эти складочки нам надо отработать. Вот так берем, вот вы видите, и сразу вот так сантиметр за сантиметром все прорабатываем, чтобы у нас все красиво легло и все складочки были натянуты. Вот вы видите, как здесь сейчас все торчит. Вот, все расправляем. И вот так все складочки прорабатываем. Когда мы сделали это один раз, вот тут еще чуть-чуть, тут немножко получается, что уже нитки ослабли. Вот я сейчас возьму из ниток, которые у меня порвались, вот одну нитку в одну сторону, в другую сторону, и снова затяну одну часть и другую часть. И снова завяжу. И снова начинаем все это разрабатывать. Вот, теперь еще больше все затянуто. И вот вы видите, как все выглаживается. Если где-то вам что-то не нравится, проходим еще раз. И вот так все обрабатываем. Вот здесь, вы видите, у меня вот такая некрасивая складочка. Вот, все надо, если не затягивается, вот так чуть-чуть в стороны, и все складывается. И продолжаем работу.
Теперь я вот эти ниточки обрезаю и беру ленту 3 миллиметра, вот она. И я сейчас в последнее время все время затягиваю лентой. Сейчас объясню почему. Вот здесь получается нить, и она перехватывает. Здесь, когда я обворачиваю уже сильнее, во-первых, все это затягивается и еще раз прорабатываю. Во-вторых, очень удобно потом вот здесь, где ровная вот эта лента, подклеивать, чтобы... Вот, сейчас покажу, чтобы подклеить именно цепочку. Так получается намного ровнее. Поэтому я снова беру шар. Вот так укладываю. Один раз. Второй раз. Затягиваем. Завязываем узел. Это занимает немного дольше времени, но зато потом легче работать и аккуратнее все получается. Получается, мы еще раз затянули. Снова все подтягиваем. Вот на этот раз вообще получается все очень чисто, ровно. И вот так продолжаем еще раз работу. И еще раз, 2 раза. Теперь уже окончательно вот так сильно-сильно затягиваю и завязываю узел. И последний раз прорабатываю. Один и второй. Все отрезаем. Последний раз прорабатываем. И шар у нас будет готов. Теперь я перехватываю вешалку, чтобы ее случайно не подрезать. И все лишнее, вот видите, вешалку я убираю в сторону. А то если вы отрежете, то вся работа на смарку. И большими ножницами вот так сначала самое крупное все подрезаю. Теперь беру маленькие ножницы и вот так по кругу все подрезаю. Не по бокам, а именно вот так выравниваю по верхушке. Делаю как бы такую платформу. Я специально не останавливаю камеру, чтобы вы видели весь процесс. И теперь беру вот эти ножнички и вот так вот ровно держу все и подрезаю. И получается все ровно и красиво. Вот. Теперь я беру зажигалку, отодвигаю вешалку и вот так все запаиваю. Аккуратно, чтобы не поджечь вешалку. И шар у нас готов к дальнейшему декорированию. И приступим к декору. Декорировать я буду вот такой тесемкой, лентой с петельками. И первую ленту я подклеиваю, где у нас шар склеивается между собой. Для приклеивания я использую клей уху. Можно использовать горячий клей, кому как удобно. Наношу клей и вот так носиком его растягиваю, чтобы он у меня не выполз и не испачкал мне заготовку. Подклеиваю и даю закрепиться. Затем я укладываю шар в стакан, чтобы мне удобно было работать. И наношу клей на ленту. Вот так вот. Также наношу, носиком все растягиваю и подклеиваю по шву. Вот вы видите, клея у нас нигде нету. Клей у нас остается весь внутри. Если вы просто нанесете клей и не растянете его, то он может где-то вылезти и испачкать вам заготовку. Лишнее подрезаю. Конечно же, все обрабатываю огнем. Снова укладываю, чтобы мне было удобно наносить клей. Наношу клей, растягиваю, приклеиваю.
Мои постоянные подписчики уже это видели много раз. Сейчас я стараюсь снимать более подробные уроки, потому что новые подписчики и также хотят знать, как все это делать. Снова я беру ленту. У меня здесь идет крест-накрест, поэтому беру, также наношу клей, растягиваю, подклеиваю ленту под 90 градусов, даю закрепиться этому отрезку и затем продолжу работу дальше. Если вы делаете первый раз и не уверены, что у вас ровно получится, то вот так вымеряем, затем берем иголочки и по одному из краев подклеиваем, закалываем иголочки. Так, вот у меня улетела иголка. Вот, и теперь вы будете знать, что когда клей нанесете, вот именно вот так по этим иголочкам надо подклеивать. Я обычно это делаю сразу. Когда делаешь 150 раз, уже глаз как-то сам отмеряет все это. Вот я нанесла клей. Сейчас вам покажу. Придерживаю, и вот вы видите, укладываю по иголочкам, по краю иголочек. И у меня получается все ровно. Затем здесь также примеряю, отрезаю лишнее, обрабатываю огнем, подкалываю иголочки, наношу клей, растягиваю и приклеиваю. Стразовую цепочку я использую 2,5 миллиметра и буду подклеивать 2 стразовые цепочки вместе. И для этого я сначала соединяю, так, не соединяю, отклеилась. Вот что значит в прямом эфире, так скажем. Вот так, две стразовые цепочки и даю закрепиться. И пока у меня подклеивается цепочка, я подклею ленту на верхушку, чтобы выровнять, чтобы мне было удобнее затем клеить стразовую цепочку. Это я делаю горячим клеем. Намного быстрее получается и удобнее. Придерживаю пальцем и затягиваю. Вот вы видите, как здесь все выравнивается. Снова придерживаю пальцем, наношу клей и все натягиваю. Здесь узелок у нас. Так, лишнее подрезаю, конечно же. Обрабатываю огнем и все подклеиваю. Немного больше возни, но зато потом получится все ровно и красиво. И подклеим цепочку на верхушку. Здесь работаем как кому удобнее. Я сначала подклеиваю 2 цепочки и затем 3 уже выравниваю все. Вот я нанесла клей, даю закрепиться, придерживаю и по кругу все подклею. Я наношу достаточно много клея, чтобы цепочки склеились между собой и к ленте. Лишнее подрезаю и все подклеиваю. Все края также цепочек подклеиваем, не забываем об этом. И затем подклею 3-ю часть. И отсюда буду подклеивать уже 2 цепочки по всему диаметру. И если эта лента у меня идет наверху, значит подклеиваю я вот с этой стороны. Это чтобы у меня получилось крест-накрест всегда. Как бы такая елочка. Нанесла клей. Беру свои склеенные цепочки. И вот так складываю, подкладываю сюда. И под самый вот так край все сдвигаю. Все выравниваю и даю закрепиться. Ну, а теперь продолжаем работу, как я уже не раз показывала. Наношу клей. Тут у меня много клея. Теперь по краю укладываю одну цепочку и другую цепочку. Тут у меня между ними миллиметр. Теперь я пальчиками вот так
Все пододвигаю и выравниваю. И продолжаю работу. Вторую цепочку подклеиваем с нижней стороны, не с верхней, а вот здесь, чтобы у нас все было ровно. Я наношу клей, примерно сантиметр. Беру цепочку, подкладываю, не доходя 1 миллиметр. И затем пододвигаю цепочку. Клей пододвигается и скрепляются 2 цепочки. Все выравниваем и даем закрепиться. И теперь продолжаем подклеивать точно так же, как мы делали до этого. И продолжаем работу. Ну и теперь я подклею третью цепочку вот сюда и оставлю шар сушиться, чтобы все подклеилось. Наношу так обильненько клей и на саму заготовку, вот на верхушку, и на цепочку, чтобы между собой все склеилось. Вот как раз она получается вровень с верхушкой. И продолжаю работу. И верхушку я оформлю камнями. Я возьму клей. У меня здесь 20 номер. И вот так обильно нанесу на макушку и на цепочку, чтобы камни хорошо все между собой склеились. Вот вы видите, как много я нанесла. Даю немного закрепиться. Клей убираю. И сейчас беру. Так, где у меня? Вот тут у меня будет вот эта задняя часть. Начинаю с задней части, чтобы быть уверенной, что все у меня подклеится. И вот так по кругу, по верхушке я подклеиваю стразы. Так, если чуть клей впитался, не хватает клея, наносим еще. И подклеиваю камни. Не придавливаем. Клей высохнет и все закрепится. И в середину я возьму камешки поменьше. Нанесу еще немного клея, так как он впитался. Надо, чтобы клея было много, чтобы все у нас держалось. Вот между камешками убираю клей. И тут уже беру, наверное, 16 номер. Да, вот как раз он мне подходит. Так, лишнее вот тут убираю. Сюда его. Здесь надо, ну вот, вляпала его в клей. Убираем. Здесь надо, чтобы мы как можно больше все покрыли. Поэтому укладываем, как у вас там камни вмещаются. Вот так их и укладываем, чтобы весь верх у нас был закрыт. И продолжаем работу. Вот здесь, где вешалка, чуть-чуть поменьше, а по боковинкам можно покрупнее камни. И все заполняем. Теперь бантик. Бантик я делаю на шаблон 8 сантиметров и использую ленту 38 миллиметров. Для начала я просто вырезаю ленту с припуском и затем буду укладывать. Вот, отрезала, потому что так удобнее. И теперь выравниваю вот эту заднюю часть и бантик укладываю, чтобы у меня боковинки почти вот сюда все выходили. Немного подтягиваю и закалываю. Бантики также уже не раз показывала на канале, поэтому кто со мной уже некоторое время, уже все знают. И прошиваем. В шаблоне есть отверстие, поэтому очень удобно прошивать.
И одно условие для бантика: если мы входим с этой стороны, также иголочка выходит, нитка, на лицевую сторону. Затягиваем. И вот так несколько раз обворачиваем. И, конечно, закрепляем. Бантик получается ровный и легко шьется. Подрезаем края. Угол подрезания можно выбирать. Кто хочет больше, острее угол, делает острее. Кто хочет меньше, делает меньше. Мне часто задают вопросы насчет углов. Это кому как нравится. Перетягиваем бантик. У меня лента 1,5 сантиметра, и я ее подгибаю посередине на 2 части. Если у вас есть лента 0,5, очень хорошо. У меня ее нету, поэтому я использую, что у меня есть. Наношу на заднюю часть клей и обязательно снизу, чтобы когда мы вернулись, шов у нас смотрел вниз. Вот так обворачиваем, придерживаем, все поправляем, лишнее обрезаем. Конечно же, все обжигаем и все подклеиваем. Я наношу и сюда клей, и в середину. И вот вы видите, шов у меня смотрит вниз. Сверху все чисто. Теперь я беру филигрань. Вот она у меня тут выгнута. И прогибаю ее под игрушку. И здесь приподнимаю. Здесь будет бантик. Можно чуть побольше, чем меньше, чтобы она полностью прилегала. Боковинки не трогаем, она сгибается только по одной части. Если вы будете ее так сгибать, то да. Или вот так. В 2 стороны сразу невозможно. И вот она у меня полностью прилегает. Здесь у меня будет бантик, и декор будет заходить на бантик. Ну и теперь можно подклеить бантик. Я наношу клей. Наношу достаточно много клея. И бантик подклеиваю сверху, чтобы весь клей ушел вниз. И одновременно прижимаю вот эти крылышки у бантика, чтобы задняя лента подклеилась. И даю закрепиться. Теперь подклеим филигрань. Я уже показывала, как это делать, но раз делаю урок от и до, то покажу еще раз. Клей наносим именно вот на вот эти металлические части. И не надо наносить на всю филигрань и на края, потому что клей может выйти, вылезти, выползти, так скажем, и испачкать. Я нанесла достаточно много клея и оставлю на 30 секунд, чтобы клей немного подсох. Теперь снова нанесу немного клея сверху. Этот уже застыл. Вот тут получается он такой уже гелеобразный. И беру пинцет. Так, вот тут я клей не наносила, поэтому хватаю руками. Вот так перехватываю и аккуратненько укладываем. Эту филигрань не таскаем вверх-вниз. Вот мы прикладываем кверху и от верха уже вот так отталкиваемся, чтобы ровно все приклеилось. И придерживаем, даем закрепиться. Декор на филиграни мы уже делали, поэтому я сделаю это все в ускоренном виде. Вы сможете посмотреть на другой урок. Я, конечно же, оставлю ссылку. Вот такие елочные игрушки у меня получились, и мне они очень нравятся. Я надеюсь, что после просмотра моих уроков, пусть не у каждого, но у многих возникнет желание создавать красоту. А если вам что-то непонятно, пишите под видео. Я всегда рада ответить на вопросы и помочь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.